Итак, начинаем с замеса теста. Здесь у меня 500 грамм муки. На 500 грамм муки нам понадобится 7 грамм дрожжей. Дрожжи я добавила с этой стороны. Сюда же я добавляю полную чайную ложку сахара. А вот с этой, с другой стороны, я добавляю соль, полную чайную ложку соли. Я добавила их по отдельности, соль и дрожжи, так как дрожжи, когда взаимодействуют с солью, они работают медленнее, а сахар стимулирует их работу. Вот так сейчас все перемешали. И теперь осталось добавить воду и замесить тесто. Как вы видите, еще здесь мука осталась, поэтому я добавляю оставшуюся воду. Здесь у меня было 400 миллилитров. И если нам еще понадобится, конечно же, можно добавить и еще дополнительно воду. Мука всегда разная, и она впитывает разное количество воды. Похоже, что 400 миллилитров как раз то, что надо. Минут 5 еще продолжайте замешивать тесто, так как чем больше вы замешиваете тесто, тем лучше и мягче получатся ваши пироги. На этом достаточно. И под конец добавляем растительное масло. Добавляем в расчете 10 миллилитров на каждые 100 грамм муки. То есть на 500 грамм муки нам понадобится около 50 миллилитров. Можете добавить за 2 раза, я вам рекомендую. В начале половинку и еще вот так хорошенько поработайте с тестом. Я добавила 50 миллилитров растительного масла. И теперь вот так хорошенько все это перемешайте. Не бойтесь поработать лишние 5-10 минут с этим тестом. Это дрожжевое тесто на осетинские пироги. Любят, чтобы с ним долго работали. Вот и все. Тесто готово. Как вы видели, очень простой рецепт. Теперь накрываем это тесто и оставляем в тепле, чтобы это тесто увеличилось в объеме, хотя бы в 2 раза. Для приготовления начинки для картофджан нам понадобится картошка, сыр и сливочное масло. Еще может понадобиться соль, если сыр у вас не соленый. Этот сыр домашний, я приготовила его сама и держала его в соленой воде, поэтому он достаточно соленый. И я думаю, что соль дополнительная уже нам не понадобится. Кстати, рецепт приготовления этого чудесного сыра вы можете посмотреть на нашем канале. Ссылка будет под этим видео в описании. Так что вы можете приготовить сами домашний сыр и потом из этого сыра приготовить осетинские пироги. Получится супер вкусно. Часто меня спрашивают, какой сыр нужно для осетинских пирогов. Конечно же, осетины используют осетинский сыр, но не везде и не у всех есть возможность его купить. Поэтому берите любой сыр по вашему вкусу, который вам нравится. Я обычно добавляю в начинку половину картошки и половину сыра, чтобы было вкуснее. Вы можете добавить больше картошки или больше сыра. Это зависит только от вас, от вашего вкуса. И теперь очищенную картошку нужно отварить. Здесь у меня, кстати, около 500 грамм картошки очищенной. Картошка отварена, и теперь хорошенько ее разомнем. Картофельное пюре может готовить каждый. Вот эта начинка для картофджан похоже на картофельное пюре. Добавляем масло по вашему вкусу. Как говорят, маслом кашу не испортишь, поэтому добавляйте сколько вы любите и сколько вы хотите. Если вы желаете, можно добавить сюда также молоко, но это тоже по вашему усмотрению. Так как мой домашний сыр соленый, поэтому я не буду добавлять в картофельное пюре соль. И теперь я измельчу этот сыр. Руками просто разломать. Он очень мягкий. Посмотрите, его очень легко ломать. Если у вас потверже сыр, то можно натереть на терке или пропустить через мясорубку. И теперь все это хорошенько перемешаем.
Можно рукой даже. Обычно осетинские хозяйки перемешивают это все рукой. Напомню, что я взяла равное количество картошки и сыра. У меня примерно около 500 грамм картошки и около 500 грамм сыра. Попробуйте, пожалуйста. Если не хватает соли, то добавьте. Начинка наша готова. Теперь дожидаемся теста. Прошел час с небольшим, и посмотрите, как тесто чудесно поднялось. Так как в Лондоне сегодня 30 градусов, жара, и, конечно же, в тепле тесто поднимается намного быстрее и лучше. Теперь разомнем вот это тесто и оставим еще на какое-то время, чтобы оно повторно поднялось. Я думаю, что понадобится не больше часа. Меньше 1 часа прошло, и посмотрите, как тесто чудесно повторно поднялось. Напомню вам, что при теплой температуре тесто поднимается намного быстрее, так что вам может понадобиться чуть больше времени. Теперь я разделю это чудесное тесто на 3 равные части и приступим к формированию осетинских пирогов. Получилось по 320 грамм. Обязательно нам понадобится дополнительно мука. Теперь используем нашу дополнительную муку и сформируем вот такие вот шарики. Снизу тоже подсыпайте муку, пожалуйста. Напомню, что начинка для осетинских пирогов должна быть весом или столько же, как и тесто, или даже больше, но не меньше. Начинка у меня получилась по 350 грамм. Приступим к формированию пирогов. Вот так вот немножечко расплющим наше тесто, перевернем, вот так вот. На середину кладем начинку. Очень и очень просто вот это все делается. Посмотрите. Вот так вот берем края теста и собираем их в середине. И вот здесь вот хорошенько соединим это все. Теперь смотрите, что я хочу вам порекомендовать. Так как вы смотрите мое видео, это значит, вы не очень знакомы с приготовлением осетинских пирогов. Поэтому, чтобы облегчить вам задачу, смотрите, я вам рекомендую взять бумагу для выпекания, вот на такую большую доску или куда-то ее постелить. И затем вот на этой бумаге будем придавать окончательную форму нашему пирогу. Обязательно используйте дополнительно муку. Вот так вот пройдите рукой по всему пирогу, чтобы придать нужную форму. Нужна это, конечно, округлая форма. Вот такая. И под конец делаем пальчиком дырку в середине нашего пирога. И все, и ставим пирог в духовку. Выпекаем этот пирог в предварительно разогретой духовке. Духовка должна быть очень горячая. Выпекайте на максимальной температуре, которая у вас есть в духовке. У меня 240 градусов, и примерно 10-12 минут у меня занимает выпечка одного пирога. И прямо вот с этой бумагой переносите на противень. Противень обязательно должен быть горячий. И посмотрите, какой чудесный пирог получился. Отряхните излишнюю муку, пожалуйста. И теперь сверху смажем растопленным сливочным маслом. В Осетии любят обильно смазывать пироги маслом, но это тоже по вашему вкусу. Хотите меньше, хотите больше. Пирог маслом не испортишь. И снизу давайте я вам покажу, как он выглядит. Посмотрите, и снизу он хорошенько пропекся. Снизу не надо маслом обмазывать. И теперь дожидаемся, когда оставшиеся 2 пирога будут готовы. А вот и последний наш пирог готов. Убираем излишки муки. Какие чудесные осетинские пироги у нас получились.
В радостные и счастливые моменты жизни осетины пекут 3 пирога. И вот так вот они складывают их друг на друга, показывая Богу, что они испекли для него 3 пирога. И этим они благодарят его за его помощь и поддержку. Затем они сдвигают их и кладут друг на друга, вот так. Ни в коем случае во время разрезания пирог не нужно поворачивать. Это вот такие традиции у осетин. Итак, разрезаем. Разрезаем все 3 пирога вместе. Смотрите снизу, какие чудесные. Посмотрите внутри, сколько начинки. Я думаю, что вы с удовольствием их покушаете. Готовьте на здоровье и приятного вам аппетита. Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.